Ребяшки, салем, как говорится, приветствую вас в Казахстане. И сегодня у нас небольшой, но очень важный и интересный обзор. Читаем новости. Естественно, рекомендуем делать это в нашем телеграм-канале. Ссылочка внизу. Так вот, спутниковый интернет Илона Маска официально заработал в Казахстане. Самый доступный комплект обойдется с доставкой в 116 тысяч тенге. Да, обзор на Starlink у нас уже был. Прямо сейчас мы находимся в низине, практически в таком небольшом овраге, но хозяйка сказала, что даже здесь антенна работает идеально, никаких помех нет вообще. Открываем спид-тест. SpaceX Starlink. Нажимаем. Ничего себе! Ну, ребятки, это была Америка, а теперь Starlink в Казахстане. Что к чему? Как он работает? Мы нашли человека, который использует его по делу, и более того, получил его немножко заранее, уже протестил, и ему есть что о нем рассказать. Обзор, поехали! Ну, ребятки, начнем с двух важнейших вещей. Во-первых, сами знаете, какие комментарии, пожалуйста, постить не надо. Если мы их увидим, вежливо предупреждаем, мы их потрем. Давайте только по делу, только вежливо, только чтобы дети тоже могли, что называется, почитать. Второе. Начнем немножко, чуть-чуть издалека, так как мы в Алматы, в Казахстане. Тут много что интересного, много что поменялось со времени нашего вот того визита. К нам клиенты приносят телефоны, и чаще всего они, получается, просто нужны деньги, они могут платить кредиты, подают, а мы скупаем подешевле, А много так приносит? ну, смотря когда как, когда нужны, когда во время праздника побольше. Серьезно? А как народ вообще живет? То есть они берут там где-то в кредиты эти телефоны, потом тут же несут вам, получается? Нет, они пользуются, выходит новая модель, они также берут кредиты, старые дают. Дальше? Да. Во-первых, улучшается каршеринг, до которого мы сейчас поедем. Машин, да, много, но еще не так много, чтобы вот они стояли на каждом повороте. Возьмем такси. Такси стало сильно лучше за 2 года. И все хорошие машины в такси, ну, 95%, это китайские автомобили. 2 года назад такого не было. И третий интересный момент – это цены. Курс прямо сейчас на момент съемки вот такой, а недавно еще был вот такой. То есть, чтобы доехать до нашего каршеринга, это 11 минут. Блин, минимальный тариф знаешь сколько? Угадай. Ну, почти угадал. 98 рублей. Итак, эконом 920, комфорт 990. Разница микроскопическая между тарифами. Комфорт плюс 1200, электро 1320. Это вот тарифы новые появились разные. Бизнес есть 1710, а также есть премьер 2340. BYD Hank нам едет. 5 минут. Ну, ребятки, пока ждем. Раз и два. Ребятки, из Техноделс прислали. Ну, интересно потестить новые гаджеты. Одна из интересных фишек, ну, там, считает шаги, калории, как обычно. Раз. Сменное кольцо. То есть можно менять и ремешки, и верхнее кольцо. Разные цвета, разные материалы. Застегиваем. Идем дальше. По ходу дня потестим, посмотрим. Пока неплохо. Весит даже как будто меньше. А по нашему промокоду скидка. Ссылочка внизу. Ждем тачку. Можно селфи с вами сделать. Вы откуда вы вообще пришли? А мы в кафе сидим, я смотрю, что вы записывали. Ясно. Конечно, давайте. Мне так нравится ваш контент, прям супер. Спасибо большое, стараемся. Вы знаете про Starlink в Казахстане? Видел, да, что есть, продаются 13, Но с 13 августа он официально в Казахстане. Можно вот еще вопрос? У вас спид-тест стоит в приложении? А можете попробовать? Просто интересно, какая скорость будет. Ого! Это мобильный интернет. Это у вас... Это дофига много. Ну, почему? Бывает лучше еще. Еще бывает круче. У нас там 15 мегабит, это прям прекрасно. 150, чувак. 200 доходит. И 200 доходит? Да. Чем занимаетесь? Я юрист. И как? Дела идут? Ну вот сейчас как с прокуратуры вышли, с клиентами сидим, обсуждаем. Окей, Да, не отвлекаем. Ну по гражданским делам все нормально. Ладно, хорошего дня. Спасибо большое, счастливо. Да как это так? Я что-то не понимаю логики. Ну, курс, да, понятно, он там чуть ниже стал. Но вот 350 рублей. И сейчас смотри, внимание. Выходит человек. Доброе, здрасте. Спасибо большое. Садись давай. Можно ли вопросик, как вам китайские авто? А вот до этого премиум было в Алматы, тариф такой? Не было? А себе бы вы купили такую машину? Будь у вас там бюджет. Ну, то есть не BMW бы взяли, не Audi, BYD. Кто? BMW. А это дешевле. Ну а качество, ощущение от вождения? Все хорошо вроде. А сколько вы на ней уже проехали?
Но говорят, они там 3 года, и прям колеса отваливаются, капот отлетает, все ржавеет. Ну, как в интернете пишут. Это правда или неправда? Вроде не отваливается. Супер, огромное спасибо. И вам спасибо большое. Вот это бизнес поехал, вот эта машина. Хончи какая-то, чуть дешевле. А это премиум. Это стоило, вот уехала Хончи, 300 рублей, а это 350. Водичка. Человек вышел, помог в галстуке, в рубашке. 350 рублей. Теперь нам нужен каршеринг. Вот жилой фонд. Старые дома, дома поновее. Опаньки! Автодом Чанан! Такого мы не ожидали увидеть. Студия аппаратной косметологии Персик. Ого! Я думал, это будет старая Camry 3.5. Смотри, чистенькая, новенькая, красивая. Окей. Ну, привычная Camry. Все то же самое. Рычаг тот же, руль примерно тот же. Что-то не 3.5. Не 3.5. Вот интерфейсы новейшей Toyota Camry. На кнопочках. Крутилка громкости и экран. Ребятки, дорога такая, непростая, мягко говоря, потому что вот это двустороннее движение. И вот на встречку выезжает машина, и что? И ничего, как вот было сейчас до этого. Они еще гоняют, они прям быстро едут. Перегной в мешках. Нет, не надо. Какой цвет! Ого! Приехали. Отборнейший казахстанский навоз. Так себе тема. И, ребятки, пока ждем нашего гостя, несколько важных фактов о Starlink, которые мы уже рассказывали, но, в принципе, ситуация примерно такая и есть. Посмотрим. Напомним, в 2 словах, прямо из Википедии. Starlink — это глобальная спутниковая система компании SpaceX. Сделана она для того, чтобы обеспечить, внимание, высокоскоростной, а также широкополосный доступ в интернет в тех местах, где он ненадежный, дорогой, ну или вообще недоступен. Что касается самих спутников, техническая часть этого обзора. На каждом спутнике Starlink установлен электростатический двигатель, работающий на эффекте Холла с использованием криптона. Здесь, я думаю, нужна какая-нибудь специальная техническая вставочка. Двигатель на эффекте Холла – это действительно потрясающая двигательная установка. Для его работы необходимо ракетное топливо. В некоторых случаях это инертный газ, такой как ксенон, например. Затем с помощью огромного количества энергии создается высокотемпературная плазма, заряженная электронами и ионами. После этого магнитное поле воздействует на движущиеся заряженные частицы, что создает дополнительную мощную тягу. Так вот, благодаря наличию собственного движка у каждого спутника, спутники эти могут поднимать свою орбиту сами, маневрировать в космосе, а также сходить с орбиты в конце полезного срока службы. Питание каждого спутника, естественно, от солнечной батареи, вес примерно 260 килограммов. Бек Султан, здравствуйте. Салют. На ты, на вы? А ты? На ты, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот ты откуда? С северных районов? Я с Северного Казахстана, Кустанайская область. Так. Там у нас ферма, Ага. там первый бизнес. Так. И вот мы сейчас переехали в Алмату. Первый год здесь живем. Ага. Здесь развиваем тоже новое IT-направление. Но основа это все-таки сельское хозяйство. У нас основное это 25 тысяч гектар пассивных площадей. Сколько? Ну, для казахстанского кустанайского фермера это такой достаточно средний объем. Выращиваем пшеницу, ячмень, салфлор, овес, нут, подсолнечник, ну, масса различных культур. Да. И также занимаемся животноводством, лошадьми в основном. Также у нас YouTube-канал «The Фермер». Мы ездим по различным фермам, делаем обзоры, рассказываем, как заниматься сельским хозяйством. И потихоньку вот так развиваемся, применяя современные технологии в таком, казалось бы, старом и традиционном бизнесе. Ну, зато нужном бизнесе. Да, Самому безусловно. Безусловно. Вот Продовольственная безопасность. Так, Starlink. Давайте. Для вас уникальная возможность. Я попросил своих партнеров, чтобы мне дали новый Starlink, Новый, чтобы анбоксинг. он был запечатан, Ох, чтобы нифига. Ким
Технообзоре собственноручно сделал распечатку Starlink. Круто, очень Вот, круто. он прям запечатанный. Вот. Стопы, откуда он новый? Изначально, вот тот Starlink. Смотрите, тот Starlink у меня на прошлой, то есть модели Самый Land Cruiser, да, самый первый, он да. у меня строго в машине, я когда езжу по степи, им пользуюсь. Офигеть, это автомобильная чисто система. Да. То есть это привязки никакой там к Это розетке нет. маленькая, да, то есть там есть инвертор специальный. Мы его прям в прикуритель, получается, Базиос обычный. То есть это Да. не старлинковский, это просто вот покупаете какой вам обычный, удобно. да, инвертор, который с прикуривателя дает нужное количество электроэнергии. Хорошо. И, собственно, сама такая коробка. Вообще Это все. То есть весь комплект. весь комплект, да. А вот. это мини или Это мини. это мини? Есть у меня также стационарный у табунщиков, в домике табунщиков. Она на месте стоит у табунщиков, чтобы они могли пользоваться посреди степи, где вокруг 200 там, километров, 300, возможно, даже километров, нету ничего, Офигеть. вообще нету никакой мобильной связи. Круто. И вот они там сидят в ТикТоке, мои табунщики. Starlink официально в Казахстане с 13 августа. Я очень рад, что наше руководство страны приняло такое решение, потому что это большие возможности открыло для нас, для фермеров. Напомню, что 40% Казахстана – это люди, которые живут не в городе. Соответственно, они в основном все занимаются животноводством. И есть такие GPS-трекеры, которые мы на пожарной шланге, ну, то есть есть такие пожарные шланги, мы их туда засовываем GPS-трекеры. На лошадь. Да, и на На шею каждую лошадь. Не на каждую. Они же двигаются как одна семья. И на самой старшей кобыле или же на жеребце мы устанавливаем вот эти специальные GPS-трекеры и затем с помощью приложения отслеживаем, где они находятся. И табунщик Хороший пример. может ехать в машине, подключить Starlink и в режиме онлайн видеть, где находятся его лошади. Степь же разделена на территории, например, вот эти пастбища мои, а там есть соседние пастбища. И очень важно своевременно их отгонять на свои пастбища. А раньше как вы делали? 5 лет Раньше назад. мы просто ездили по интуиции. Уже табунщики примерно понимали психологию лошадей Да. и ездили вот за ними. Ну что, попробуем? Да, давайте. Денис заказал Starlink. Мгм. И он, когда выехал? Вчера? Вчера он из Калифорнии наконец-то отправился. Тоже вот такой вот мини-комплект. Мгм. Мы ждали, но вот не успели, да, получить свой. Ну, получается, можно заказать официально. Да, сейчас можно хорошо. вот у ребят приобрести компания Грандо. То есть в Казахстане уже люди довольно давно, профессионально, знакомые с этой системой, помогут, расскажут, подскажут, отремонтируют. Обязательно, если что. да. Окей, вот так к нам приезжает, официально, неофициально приезжает вот так вот. Это покупаем отдельно. Они также, у них можно все приобрести. Ну, питание-то откуда идет? Питание от на- прикуривателя автомобиля. Нет, а на мобильную, вот прямо сейчас, здесь можно запитать откуда-то? Есть же специальные аккумуляторы Так. современные. Офигеть! Микроволновка запустилась. Коровы перегородили в машине дорогу. Показывай, ты лучше знаешь. Это что? Это тарелка. Это вот сама Открываем. антенна, получается. Антенна. Ее мы можем прям на торпеду поставить в автомобиле. То есть Даже не на лобовость. крышу. Да, есть специальные установки, которые позволяют поставить, например, на крышу. Она в тачке может стоять внутри машины. Да. Инструкция классная. Да. Просто в картинках. Как этот кровать Икеа, комод собирать. Вот. Не какая-то там 50 страниц, а вот. Не, ну, стоит отметить, что они такие эко-френдли. Да. Молодцы. Окей, это подставочка. Допустим, так вот мы ставим. 29 страница, русский язык. Инструкция. Ну, подожди, у меня, конечно, такой вопрос самый главный. А в России, получается, и можно тоже как-то пользоваться? Я думаю, это незаконно, наверное, но... Я тоже, да, то есть Да. мы вот об этих вещах, Да. еще раз дисклеймер. Сами знаете, какие комментарии, это вот нет. Мы говорим об официальных вещах, в Казахстане официально. Вот мы уже заказали, это скоро приедет в таком же виде, но вот этот комплект просто приехал чуть раньше. Вот, собственно, больше ничего и нету, просто его подключаешь к розетке. Итак, мы сейчас в процессе активации, да, 55 секунд и продолжим. Так, Samsung A16, 3 цвета на выбор, 12 тысяч. Ну и цены. Монитор Xiaomi, 6600 рублей. Wi-Fi роутер TP-Link, 8000 отзывов, 2600 рублей. О, вафельница Redmond, порадовать маму или бабушку, 3500 рублей. Ребятушки, с 10 сентября по 1 октября на маркетплейсе Озон проходит большая распродажа электроники. Скидки до 80% на планшеты, смартфоны, блендеры и много что еще. А еще Озон — это удобная доставка в пункты выдачи заказов или прямо до двери.
Погоди-ка, рации на 10 километров 2 штуки стоят 1469 рублей? Надо брать. Ссылка на распродажу уже в описании. Рекомендуем. Однозначно рекомендуем. Продолжаем. Так, ребятки, значит, возникла ситуация. Тут, во-первых, нет электричества, там машина въехала в столб, но, в принципе, можно запитать от машины, но тут с настройкой некоторые нюансы. Есть уже работающий терминал, да, в городе, поэтому сейчас поедем в город и посмотрим на работающем терминале, реальный проведем тест, да? Можем? Да. Погнали. Приехали? Идем? А как это? А где ларьки? Где носки и пауэрбэнки? Нету? Ого! А что значит Fight Club KZ? Первое правило клуба – не упоминать о бойцовском клубе. Сразу видно начальство. Начальство подъехало. Любуемся вашим Лицо видом. знакомое? Да. 808 канал. Пообщался с генеральным директором Старлинка. Не Старлинка, а представительство. А, в Казахстане, да? Ага. То есть опрувлены от Starlink уже люди, которые... Да, они 20 миллионов долларов вложили в этот проект. О, а куда эти деньги идут? Эти 20 миллионов? Покупка оборудования и на... Типа, чтобы оно было в стоке, в наличии, это оборудование. Стоки и плюс, чтобы airtime, то есть за абонентскую плату тоже вперед оплачивается. Мы с ними пообщались, наша компания Grando называется, да? Их компания EEC, они официальный дистрибьютор. Grando Telecom становится официалом, первым дилером EEC Telecom. А кто такой EEC Telecom? Это официальный дистрибьютор Starlink в Казахстане. А мы их первые дилеры. B2C-сегмент они могут покупать хоть где. На Каспии, Да. либо у нас с сервисом, с технической поддержкой, с гарантией на 1 год. Либо могут купить напрямую с сайта за 116 тысяч тенге, но эта посылка идет с Америки напрямую, Да. занимает 2-3 недели доставки. А, то есть доплаты за скорость получается. А тем, кто срочно, завтра выезд, на Понятно. рыбалку, на охоту, На рыбалку едем. на съемку, Да. то они сразу покупают у местных, у кого он есть. А в аренду вы не сдаете? Мы в аренду даем. О, серьезно? Сколько в сутки? В сутки стоит 30 тысяч тенге, но мы сейчас корректируем цены, снижаем на 20 тысяч тенге. Здорово. Ну, вы молодцы. Так, ну что, попробуем? Да. Продажу Starlink в Казахстане можно разделить на 2 сегмента. Первый сегмент — это B2C сегмент, физлица. Они могут, как я ранее говорил, покупать на официальном сайте, могут покупать на Kaspi KZ. Они могут покупать у официальных дилеров Starlink, как мы. Но юрлица – это же известная боль стоимости интернета для юрлиц. То есть для физлица, если в долларах переводить, стоит там, $10 интернет в месяц. Хорошая скорость, там 300 и выше. Для юрлица $500. Хотя у тебя трафик примерно тот же выходит, там 3 человека в компании. У вас такая же история? Согласно политике Starlink, есть второй сегмент, это B2B, B2G сегмент. У них нету тарифа без лимит. А вот так. Да. Они покупают трафик. Это не простой трафик. Чтобы обеспечивать высокоскоростной интернет для бизнеса, потому что бизнес более требовательный сегмент клиентов, им необходимо иметь высокоприоритетный интернет. А то, что для физлиц предоставляется безлимитным, он имеет низкий приоритет. А, вот так, вот такая технология. Для юрлиц сразу предоставляется приоритетный пакет, который, соответственно, стоит дороже. 50 Вот гигабайт так вот, 28 тысяч тенге, 1 терабайт 127 тысяч тенге. Вот мы сидим в компании, юрлицо, в этом отеле 3 человека. И я купил как физлицо, принес сюда, поставил, и эти 3 человека в компании пользуются. Мелкие компании могут, Вот. когда они работают. Где вот эта грань проходит? Грань заканчивается на том месте, когда компания уже более крупная, и она не имеет возможности оплачивать банковской картой. Окей, да, И это уже когда- внутреннее решение компании самой. Да. Да. У компании имеются сервера 1С и казахстанские другие сайты. Вот. Им нужен белый статический IP-адрес. Понятно.
теперь хотя бы логика есть, потому что сейчас в наглую дерут деньги. Ты хочешь провести интернет, допустим, в офисное здание, говорят, а, вы юрлицо, нас 2 человека, нам без разницы, вы юрлицо, мы вам вот 5х по стоимости. У нас такая же история. Мы хотели у бабушки в соседнем доме роутер поставить в жилом, чтобы оттуда брать, но не дотягивает, к сожалению. Давайте протестим. Да, давайте протестим. Давайте. Так, Денис. Денис! Машина должна быть заведена. Ага, это крепежи кастомные, видимо. Или они предусмотрены системой? Starlink они не предусмотрены. Вот, так, это интересно. доработанное крепление от компании Grando. Предоставляется бесплатно в комплекте. Это мини. Это Starlink Mini. Мини, хорошо. А насколько больше вот обычная? 50 сантиметров. Понятно. Длина этого комплекта 30 сантиметров, а длина стандартной версии 50 сантиметров. Что дает большая версия? Большая версия дает отдельный роутер. Starlink Mini совмещает в себе как антенну, так и роутер. И в нем тоже предусмотрено подключение дополнительных роутеров. С помощью Ethernet можно будет протянуть. Одно из отличий от стандартной версии. Стандартная версия ставится на стационарной точке. Все, она большая. Роутер протягивается в офис. И с офиса уже растягивается интернет на все вот эти вот точки. И при этом, так как это спутниковый интернет, у него скорость прыгает. Иногда 70 мегабит в секунду, иногда 400 мегабит в секунду. Это зависит от тарифа. От погоды? От погоды, от тарифа. Понятно. Тариф безлимитный, да. Он вот так прыгает. А высокоприоритетный тариф для юридических лиц высокий приоритет имеет. Стабильнее. Стабильнее. Так. Кстати, быстрый вопросик. Это 2 GIS. Это 2 GIS, да. Google котируется? Google вообще не котируется. Вот, интересно. Даже так, то есть не снаружи, а прям внутри можно, да? Да, ради безопасности мы предусматриваем, чтобы это было изнутри машины. Бексултан сказал, что теоретически там должно быть какое-то пожелание направления на север. В свое время, когда количество спутников было маленьким, это было около 5000-6000, а сейчас каждый день с помощью ракет SpaceX направляет в космос большое количество спутников. Соответственно, сейчас количество спутников составило 8100. И это позволило работать Starlink, даже пропуская трафик через деревья, сигнал. Это инвертор от бренда Bazoos. Он доступен для покупки в любых местах. Видим индикатор, горит синим. Ясно. Это означает, что он сейчас включается. Регистрация долго занимает? Вот с момента только привезли домой до момента первый раз вышел в интернет. Сколько процесс занимает по времени? Первый этап – это активация оборудования. Его необходимо делать там, где есть интернет. Соответственно, обычно просто делается через сайт Starlink. Соответственно, требуется интернет. Либо, если вы выехали с того места, где был интернет, и заехали там, туда, где не было интернета, Starlink предусмотрел по умолчанию на 1 час времени. А, круто, включается интернет. Супер. Бесплатно. В это время вы должны будете активировать. На русском причем? После того, как Starlink запустил официально в Казахстане, приложение автоматически сменилось на русский. Первый этап – это активация оборудования. Оно занимает, верификация времени занимает по официальным данным 24 часа. Когда мы снимали контент, мы ездили в Алма-Арасан, мы прямо здесь ставили, он без проблем работал и в движении, и на стоянке тоже. На какой максимальной скорости может работать? По заявлению Starlink это 170 км в час. Нифига себе. Но есть абоненты в Кыргызстане, то есть у нас тоже есть филиал в Кыргызстане, они ставили на кукурузник. На кукурузник? Да. Вот, Герзевай. Так, и как? Работает. А высота какая была? Там видимо, уже не имеет значения, какая высота. Чем выше, тем лучше получается. Да, высота не имеет Быстрее значения. даже доходит. Второй этап – это вот чисто настройка. Это когда подключается к Starlink питание, то выходит без пароля Wi-Fi под названием Starlink. После его можно сменить в настройках. Мы уже тут сменили. Так, и сколько он так может считать, сидеть? 15 минут. Все-таки деревья влияют. А если чуть-чуть, скажем, отъехать назад, то будет лучше? Мы подключаемся к космосу прямо сейчас. Ты представляешь? О, интересно. Да, в самом личном кабинете показываются помехи. Все, что синее, это открытое пространство, а все, что красное, это помехи. Сейчас видим, что уже помехи исчезли в плане деревьев. О, Starlink подключен. Да, он сразу же вышел на связь. Моментально, да, только вот отъехали, вот чуть-чуть буквально, чуть-чуть совсем. Вот все-таки для первой настройки... Обновление ПО, классика. Все-таки для первой настройки требуется пока что направить
Не то чтобы на север, можно и горизонтальное положение, но главное, чтобы минимальное количество деревьев. Ясно. А уже в движении, как только он поймал сигнал, словил спутники, он уже может зацепился. Уже предиктивно получать трафик, и, вот так. соответственно, он может уже работать, даже пропускать через деревья. Так, а сейчас скорость. Сейчас лучше ждать обновления ПО, но все так же. Опа. Хорошо, вот это хорошо. То есть в движении теоретически такая же скорость примерно и будет? Примерно. Wi-Fi называется Starlink Grando. Внимание. Да, LTE следует отключить, чтобы... Да. Опа, выключаем. Оу, е! Все превьюшечки прогрузились. Ты посмотри, какая красота. Пэу. Цивилизация пришла к нам наконец-то. Ну, не к нам, но пришла. Ты посмотри, а больше 100. Но при этом важно отметить, что в Казахстане прямо сейчас в Алматы 150 просто на телефоне. Но эта штука где угодно. То есть вся территория Казахстана, правильно? Любой вообще вот закуток, где угодно в лесу можно встать, и вот у вас такая скорость. И при этом, что мы находимся не в идеальных условиях, потому что видим, что красные зоны – это наши помехи. Даже вот здание тоже влияет на стабильность интернета. На ютубе 4К открой. А ты тоже уже подключился? Быстренько под шумок все подключились. О, красота, давай. Покажи нам красоту. Просто молниеносно подключим. Молниеносно, никаких, ничего. Ни тормозов, ни задержек. Блин, это очень круто. Это очень круто. Нам такое уже и не снится даже. Ну, снится, но вот разве что снится. Просто я сегодня ночью заливал видео, скорость была 0,5 в отеле. А вот эту штуку в чемодан закинул, привез, поставил в отеле. И она дает скорость в 10 раз выше, чем отельный проводной интернет. Ну и Wi-Fi там и проводной тоже. Поле, рыбалка, в деревне вы живете. Если у вас юрлицо, но у вас 3 человека, скажем, сидит вот в кабинетике, вот эта штука, огромное спасибо вам за демонстрации. Спасибо, что приехали, нашли время. Так, выйдем, да? Я говорил то, что через деревья работает, но не сказал, что через линии электропередач. А, там еще провода идут, вот, мы прям под ними стояли, да, вот чего. Хорошая зависть, добрая зависть вам, что у вас в Казахстане появился Starlink, и вы можете решать многие вопросы и пользоваться вот этими технологиями за адекватные деньги, за очень адекватные деньги. Да? Огромное спасибо, еще раз огромное спасибо за уделенное время. Забираем. Да. Удачи вам с продажами, развитием и не только. Ребятки, с удовольствием почитаем ваши комментарии. Важнейший дисклеймер, будьте вежливы. Это видео, обзор о технологиях и о людях, которые ими пользуются и в это вовлечены. Привет из Алматы, увидимся, пока.